Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм, Одноклассники, Контакт. И смотрим видео мастер-класс. Сегодня у меня очень интересный видео мастер-класс. Фотографию обязательно выложу на Яндекс.Дзен, в Одноклассниках, в Телеграме и ВКонтакте. То есть можно посмотреть фотографию со всех сторон. Вот. Обзор на камере у меня не получается сделать. Здесь очень маленький такой обзорчик. Но узор, смотрите, очень объемный, интересный. 3D как бы несколько граней здесь. И если вам идея такого жилета понравится, то приглашаю связать вместе со мной. Итак, мы набрали вот такую красивую ленточку. Такая красивая ленточка по объему бедер. Раппорт узора, 3 окошка таких вот, 1, 2, 3. 3 окошка раппорт узора и еще 2 с одной стороны в начале и 2 в конце окошка нам нужно для планочки. Все делим на 3 и плюс 4 вот таких узорчика. Мы с вами вяжем планку, 3 воздушные петли подъема, 2 столбик, 3 и воздушная петля. Следующее окошко еще 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 окошка и вяжем галочку. Столбик с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли и столбик с накидом. Вот. И повторяем. 1, 2, 3. 2 окошка пропустили в 3 галочку. Вяжем до конца ряда. Довязали первый ряд узора. Вяжем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И между 3 столбиками мы вяжем наш веерок. 1, 2, 3. Сделаем 2 воздушные петельки. И еще 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь смотрите. Раппорт узора у нас всего 2 рядочка. Первый ряд мы связали и второй. А потом будет только повтор. Вот наша галочка. Мы вяжем за столбик. За столбик. 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Провязали. Теперь вот наша галочка. Второй столбик находим. И за него тоже вяжем 4 столбика. 1. За столбик 2, 3, 4. Вот. Что у нас получается? За один столбик провязали 4 и за второй. Вот. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. То же самое мы делаем с другой галочкой и с любой другой галочкой. 3 воздушные петли и 4 столбика и 4 столбика. Вот это второй раппорт, второй ряд нашего узора. 4 столбика и 4 столбика. Вяжем до конца ряда. 3, 4. Вторая галочка, да, вот она. И за нее, за сам столбик вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот. 2 узорчика получилось. Симпатичных. Вяжем третий ряд нашего замечательного узора. Связали веерочек. 1, 2, 3 воздушные петли. И смотрим. Наша задача, вот мы с вами провязали 4 столбика, и теперь за арочку воздушную вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4.
3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот наши 4 столбика, и между ними вот арочка, вот за эту арочку. То есть мы вяжем параллельно и за ближайшую к нам арочку, и за дальнюю. Вот сейчас за дальнюю вяжем. Вяжем галочку. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. 1, 2, 3. Возвращаемся к нашим столбикам и вяжем за ту арочку, которая к нам ближе. 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять возвращаемся к той арочке, которая у нас с прошлого ряда вот сюда. То есть в каждом пространстве между 4 столбиками мы вяжем галочку, галочку. А за основу этих 4 столбиков, за основу 4 столбиков вяжем 4 столбика. Вот как сейчас. Вот наша основа 4 столбика, и вот за основание провязали 4. 3 воздушные петельки, и опять за арочку между столбиками вяжем галочку. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. 3 воздушные петли. И за, может быть, нижнюю часть узора, чтобы было понятно, да? 2, 3, 4. 1, 2, 3. И вот таким образом, что у нас должно получиться? Мы вяжем 4 столбика за основание и галочку между узором. То есть мы вяжем параллельно и за дальнюю воздушную арочку, и за ближнюю. Дальняя, ближняя, дальняя, ближняя. И вот таким образом у нас получается такой узор. Вяжем следующий ряд. Как вязать его мы знаем. Смотрите, у нас вот такой балкончик, я бы так сказала. Да? Мы опять вяжем вот такой балкончик нашей галочки. То есть мы за один столбик вяжем 4 столбика. То есть абсолютно повторяем прошлый ряд, позапрошлый, который мы вязали. 4 столбика с одним накидом за одну сторону галочки, вот наша вторая. И за вторую вяжем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Получаем вот такой кармашек. Вот такой кармашек у нас. Вот. 3 воздушные петли. И опять там, где галочка, вяжем точно такой же кармашек. Вот и все. Вот и весь наш узор. В самом начале, вот здесь вот мне тоже не нравится, честно говоря, пока не знаю, как это сделать. Слишком большой зазор. Может быть, сделать меньше воздушных петель. Не 3, а допустим 2. Ну, посмотрим. Хотела показать небольшой нюанс. Узор мы с вами знаем, что делать, как вязать тоже. Вот мне не нравится вот здесь вот такая вот какая-то ажурность. И я решила добавить галочку. Ее здесь пока по узору нет. И одну воздушную петельку и галочку. Для того, чтобы наши вот эти вот балкончики или там окошки, я не знаю, вот, они у нас будут шахматным, они и так у нас в шахматном порядке. Вот. Но вот здесь вот такая дырочка образовалась, которая мне не нравится.
И на месте этой дырочки будет балкончик в следующем ряду, вот здесь. А так все идет по плану. То есть я решила добавить галочку в самом начале, в самом конце. Больше добавлять ничего не буду. А узор мы вяжем, как он вяжется, мы знаем, да? После того, как провязали балкончики, мы вяжем галочку и 4 столбика. Опять галочку, 4 столбика, галочку, 4 столбика. Я провязала 40 сантиметров вот таким интересным узором. Узор 3D. Хорошо тянется во все стороны. Теперь наша задача разделить на 3 части. Одна часть у нас пойдет на спинку, и 2 части пойдут на перед. Вот, поставила маркеры. Один узорчик предлагаю не вязать. Это у нас будет с вами пройма. И там, где маркер, мы начинаем вязать. Там, где маркер, мы начинаем вязать веерочками. То есть сразу делаем обвязку. Это во-первых. А во-вторых, как вязать с веерочков мы знаем. Поэтому это просто. Набираем 3 столбика с накида, 2 воздушные петельки и 3 столбика с накида. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вяжем сначала спинку, потому что по спинке мы будем ориентироваться, сколько нам вязать надо. Так, набрала и не там. Нужно набирать с той стороны, с которой мы с вами уже вязали. То есть, вот, чтобы ошибку мою не повторять, мы поворачиваем в обратную сторону и начинаем с той вязать стороны, с которой мы вязали. Сейчас у меня будет изнаночная, да? 1, 2, 3. Также мы все вяжем. 3 столбика, 2 воздушные петельки, 3 столбика. 1, 2, 3. У меня получилось 12 узоров на спинке и по 6 на перед. С одной стороны и с другой. Вот. Воздушную петельку набираем, и вот наш узор. Вот он идет. То есть, если узор прям рядом-рядом, то одна воздушная петелька. Если чуть дальше, значит 2 воздушные петельки. Но это уже будете смотреть по узору. Я все показывала, мы все с вами знаем. 2 воздушные и вяжем галочку, да? Спинку туда и обратно вяжем 20 сантиметров. Вот. То есть здесь мы как обычно вяжем, как в самом начале вязали веерочек. Наш узор довязываем до маркера. И там, где маркер, заканчиваем опять веерочком. Спинку вяжем туда и обратно. Как вязать перед и как делать сокращение, уже покажу чуть позже. Такая спинка у меня получилась. Я ее вязала примерно сантиметров 22-23. Вот. И последние 3 рядочка провязала, вывязала горловину. Каким образом? Разделила на 3 части спинку и отдельно связала 2 плеча. И по поводу, как я заканчивала, просто один столбик вязала. Столбик подъема, столбик подъема, столбик подъема. Вот 3. Такое завершение. А с другой стороны у нас идет наша обвязка. Вот. Спинку связали. Теперь разделили, да, полотно. Повернули на сторону переда. Я связала еще и полочку одну. Сейчас я ее покажу. Вот у меня спинка. И вот у меня полочка. То есть наша задача на полочке сделать уменьшение, равное плечу спинки. То есть чтобы мы сшили и у нас все было ровно. Вот это самое главное. Вырез вот такой попана получился. Я делала небольшие уменьшения на размер плеча. Вот. Теперь задача сшить и начать новую вязать полочку. Одну половиночку я связала, вот так вот идет уменьшение узора. И потом просто ровным полотном шила на изнаночной стороне, просто соединив одну сторону и вторую.
столбиками без накида. Что касается вот именно вот этого убавления. Вот моя вторая половинка. В каждом ряду нам нужно делать убавление. Связали наш боковой элемент. Теперь мы пропускаем вот эту вот линию. Сейчас по узорам мы должны вязать галочку, но мы ее вязать не будем, мы ее пропускаем. То есть этот элемент пропускаем, и у нас идет уменьшение. Мы вяжем, продолжаем наш узор, пропуская вот этот кусочек. И за счет этого у нас идет уменьшение. Вот. Провязываем туда и обратно. Я поставила маркер, это сколько я должна убрать, а второй маркер, это вот мое плечо будет от 1 до 2. Вот это расстояние я буду вязать ровно, а вот это расстояние я буду все время убирать до маркера. Это не так много на самом деле, как кажется. Вяжем до конца ряда. Я провязала туда, там, где у меня стоит маркер, я связала там, здесь вот у нас пройма, да, веерочек и веерочек, как мы с вами вязали. Дальше узор идет. Опять подходим к тому месту, в котором нам нужно сделать уменьшение. Мы провязываем узорчик, который у нас есть, делаем только одну воздушную петельку и соединяем сразу с веерочком. Вот. То есть мы в каждом ряду не вяжем столько, сколько нужно, как мы вязали до этого, а каждый раз мы убираем один узор, довязываем веерок, 1, 2, 3, идем в обратную сторону, и в каждом ряду нам нужно сделать уменьшение. То есть галочку мы с вами дополнительную такую, которую провязываем в шахматном порядке, мы ее вообще вязать не будем. Делаем одну воздушную петельку. Видите, уже идет наклон. Вот. Такой естественный наклон в сторону. И довязываем наш узор. То есть у нас получается каждый раз идет уменьшение. Вот, в прошлом ряду мы довязывали. Не стали делать галочку, опять сразу довязываем. И видно, идет уменьшение. Опять вяжем туда и обратно. И в следующем ряду галочку вот здесь, где мы с вами ее вязали, и она у нас все время делала увеличение, вот, мы ее не вяжем. Мы просто вяжем все время довязывания. Вот этот узорчик. А галочку в самом начале не вяжем. И опять я провязала туда и обратно. И что хотела сказать, если там, где пройма, мы вяжем и вот наша галочка, и узорчик, то там, где у нас вырез горловины, мы дополнительные галочки для узора не вяжем. Вот довязали мы узор и сразу провязываем веерок. Веерок мы с вами провяжем, развернем и начнем вязать 4 столбика. И потом только у нас тут будет галочка и так далее. То есть с одной стороны у нас все время один узор, и дополнительных галочек мы не вяжем. А там, где у нас пройма, мы также все и вяжем в шахматном порядке. Тут галочка, здесь галочка, тут галочка, тут галочка. И узор сохраняется. А там, где горловина, все время вяжется только один узор, и все время сохраняется. Такой вот поворот, и у нас нет увеличения, у нас все время идет уменьшение. Это нужно попробовать, не только посмотреть, тогда вы точно поймете, о чем я сейчас говорю. Я провязала точно так же вторую половинку. Вот. В итоге на плече у меня оставалось 3 узорчика только. С двух сторон веерок, и там, где плечо, веер такой немножко какой-то разболтанный, я думаю его обвязать, то есть обвязать пройму. Обвязать пройму я предлагаю очень таким способом простым.
где у нас ниточка закончилась. На плечевом шве мы связали шов. Вот, набираем 1, 2, 3, 4 столбика. И в следующий веерок 4 столбика. Вот, я предлагаю по 4 столбика связать в каждом веерочке в этом ряду, а в следующем ряду между ними вот сюда, в это пространство, по 3 столбика. И тогда у нас получится вот такой рукав. Сейчас я покажу, как у меня получился первый рукавчик. Вот. То есть немножечко поаккуратнее стала обвязка. Я обвязала сначала каждый веерок 4 столбика, а потом между ними 3, 3, 3. И получился вот такой и вскос плечевой, и обвязка несложная. Обвязываем, и наш жилет будет готов. Красивый, интересный, необычной, да, вязки, очень странной, объемной такой достаточно. Вот такая горловина, достаточно плотненький, хотя и ажуры есть, но интересный. Если вам идея понравилась, предлагаю связать. Расход пряжи на 46 размер где-то 250 грамм. Вот, если добавить рукавчики, то и кофточка получится. А в следующем видео-мастер-классе я предлагаю связать поясок для этого жилета, чтобы можно пуговицу пришить, да, а можно и красивый поясок. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, жилет вам понравился. Идея неплохая. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. И до новых интересных встреч!